Приветствую вас, дорогие друзья! Это видео немного не в контексте моего канала, так как я не занимаюсь профессионально обзором какой-либо техники. В данный момент я просто решил обновить свою старенькую GoPro на что-то более новое. Перед этим я взял на месяц, вот так бывает, когда снимаешь дома. Но перед тем, как сделать свой выбор, я взял у родственника вот эту GoPro 11, походил с ней, поснимал. Да, действительно. Разница между 10 и 11, конечно же, значительная. Это и качество съемки, и наличие 4К 120 кадров, чего иногда мне очень не хватало. Так как оставался всего месяц до выхода GoPro 12, я решил немного подождать и заказать уже 12-ю версию. И вот сегодня 13 сентября, сегодня я получил то, что заказал. Делал я предзаказ 9 сентября, 12 мне ее выслали, и, то есть за один день с Голландии пришла эта камера. Очень быстро. Заплатил я за нее 450 евро. Ну, если точно быть, 449 евро. Плюс экспресс-доставка 14 евро. Что можете сами посчитать. Коробочку убираем. Это нам не интересно. Конвертик такой, GoPro 12. Открываем, достаем. Ну, вот такая вот коробочка. Так, тут у нас фершлюз, замочек. Достаем. Так, открываем. Сразу у нас тут такая небольшая инструкция. Понятно, все как обычно. Так, что у нас? Кабель зарядки. Он, как обычно, коротенький. Я использую свои. Стандартное крепление. Один шуруп. Батарея Enduro. Батарея практически одинаковая. Сейчас мы даже посмотрим. В принципе, батарея такая же, как и была раньше. Практически одинаковая. И сама камера. Если честно, друзья, я ожидал, что будет еще один такой бокс, как у GoPro 9, GoPro 10. То есть его здесь нет. Пожадничали. Достаем саму камеру. Я знаю, многие любят снимать вот эти наклеечки. Ну что, приступим? Начнем. Первым делом снимаем эту наклеечку. Заднее стекло, посмотрите. И с переднего. Что-то она не очень хорошо слазит. Что такое? Остался кусочек. Ну, это уже мне не нравится. Это мне уже не нравится абсолютно. Это вот как вот это называется? Это уже очень плохо. Ну ладно, справились мы с этим заданием. Друзья, как вы видите, что GoPro 12, GoPro 11 и GoPro 9, то есть ряд от 9 до 12 практически не изменился по своим
антропометрическим данным. Единственное, у 12 появилось отверстие с резьбой для крепления под штатив. Можно быстренько так накрутить на штатив. Это у меня крепление для велосипеда. Для велосипеда я его использовать точно не буду, так как я думаю, все-таки резьба, она имеет место быстро изнашиваться, разбалтываться. Я все же буду использовать обычное крепление. Несмотря на то, оно есть. Нужно оно вам или не нужно, оно есть. Также снимается стекло. Если вы хотите использовать ND-фильтры. ND-фильтры также подходят. Вот мы одеваем, пожалуйста. Друзья, что я вам хочу сказать. То, что подходит практически все аксессуары с предыдущих версий, меня это радует. Я, если честно, немного побоялся, что будут изменены какие-то размеры камеры, так как у меня есть, вот посмотрите, стабилизатор. Все также подходит и к 12, и к 11, и к 9. То есть с 9 версии камера абсолютно по габаритам не поменялась. Вот посмотрим, сейчас мы включим. Все, посмотрите. Все, она также 12 можно использовать со стабилизатором. Никаких причуд не надо. То есть, если у вас есть какие-то аксессуары для GoPro, они также подойдут для 12 версии. Ну что ж, друзья, приступим. Я думаю, всем интересно, как она снимает. Карточку я приготовил для нее SanDisk Extreme Pro. Все как и в предыдущих моделях. Так, карточку вставили. Батарея. На старт. Так, выбираем язык. Мне более подходит немецкий. В принципе, идет все одинаково, посмотрите. Суштимен. А вот тут сразу идет немножко отличие. В GoPro 12 просит нас активировать голосовое управление, но оно мне не нужно, я его не люблю. А здесь геолокацию включить, GPS. Мне оно тоже не нужно, я его убираю. Дальше идем GoPro Quick. Друзья, после неоднократных попыток мне все-таки удалось активировать GoPro 12. Проблема была в том, что у меня был не обновлен GoPro Quick, и я не мог принять обновление. Все-таки догадался, зашел в Google Play, обновил GoPro Quick, и все пошло. Так что, если у кого-то будет такая же проблема, не забудьте обновить GoPro Quick. При свайпе вверх тут нет у нас ничего, тут вниз. В принципе, практически одинаковые настройки. Единственное, у нас тут добавлено еще одно окно. Тут мы можем видеть нашу карточку, сколько на ней свободного места, сколько занято. Перейти в Pro настройки. Так, все, мы переходим в Pro настройки. И вот так выглядит у нас Pro настройки. Вот смотрите, тут у нас 4К идет. Тут можно менять дисплей сразу. Тут можно ставить в HDR. Вот чем отличается GoPro 12 от GoPro 11, это у нее есть HDR. Можно менять формат. Я 16:9 ставлю, 4К, 5.3, 10 бит. Но вы знаете, довольно-таки удобно. Если GoPro 11 постоянно нужно выходить из модуса, посмотрите, вот я поставил, мне нужно выйти из модуса и потом выбирать дисплей, заходить сюда внутрь, выбирать какой объектив, потом заходить в стабилизацию, смотреть, выбирать какую стабилизацию, да, потом опять назад возвращать, то здесь вы просто скроллите вниз и выбираете сразу, что вам нужно. Посмотрите, довольно-таки удобно. Мне на 12 намного больше нравится управление, чем на 11. Вот оно и отличие. Посмотрите, как удобно. То есть вам тут нужно заходить в каждую настройку. Например, зашли в настройку и смотрите, ага, 4К, 60, а здесь вы сразу ставите стандарт или HDR, 4К, 5.3К. Сразу ставить сколько кадров, 24, 60. То есть, посмотрите, управление упростили. Посмотрите, как удобно. То есть, если вам здесь нужно в каждую заходить, например, да, выбирать объектив, то тут вы объектив сразу выбираете. Линейный, широкий, супер широкий. То есть, посмотрите, удобно. А тут вам нужно выбрать, нужно выйти. Здесь вам не нужно опять назад выходить. Ну что, друзья, я думаю, всем вам намного более интересно, как она снимает. То есть сравнить ее с 11 камерой. Мы, мало того, мы возьмем еще и 9 камеру с собой.
У меня есть вот такой штативчик, я закреплю все 3 камеры. И пойдем на улицу поснимаем. Благо сегодня очень хорошая погода, солнышко. И пока я все это собираю, у вас есть время поставить лайк, написать ваш комментарий. Ну и что, вперед! Снимаем 4К. Все камеры на максимальных настройках при максимальной стабилизации. 4К 30 кадров в секунду. Затвор автоматический. Вот так вот бежим. То солнце, то тень. Солнце у нас практически в зените сейчас. Так, сейчас мы снимаем на GoPro 12 HDR 4К. Экран линейный, плюс выравнивание горизонта. Пробежимся. Во всех случаях я использую максимальную стабилизацию, чтобы было сравнение. Сейчас забежали в тень. И солнце немножко спряталось за тучу, так что разницу, наверное, почувствуем. Выдержка во всех случаях стоит автоматическая. Итак, после нашего испытания мы видим GoPro 9 89% батареи, GoPro 11 84% батареи и GoPro 12 88%. Но немного выигрывает. Качество HDR вы можете сразу видеть прямо на экране. Ну что ж, давайте сейчас используем супер широкий экран на всех камерах. На GoPro 11 и на GoPro 12 я поставил 60 кадров. GoPro 9 поддерживает в этом режиме только 30 кадров. Поэтому на GoPro 9 30 кадров, на 11 12 60 кадров в секунду. Супер широкий экран с аутобустом. Так, и в обратную сторону пробежимся. Еще раз, экран линейный плюс выравнивание горизонта. 5К 30 кадров. Максимальные настройки. Цвет динамичный. В общем, побежали. Мне, наверное, нужно почаще бегать. Фу. Еще раз проверяем аккумулятор. У девятки 85%, у 11 80%, у 12 84%. Но у девятки страдает качество, я думаю. Так как я уже сравнивал с 11,
Качество страдает, несмотря на то, что батарею на экономнее использую в данный момент. Друзья, последний тест. Я специально пошел по лестнице, чтобы провести его в условиях недостаточной видимости. Так сказать, протестировать камеру на светочувствительность. Ну, сейчас придем на компьютере, посмотрим, что у нас получилось. Друзья, ну что я вам хочу сказать. Результатом своей покупки я доволен. У меня 2 года была вот эта GoPro 9. 1 месяц я снимал на GoPro 11, так что есть мне с чем сравнивать. Очень мне понравилось меню в 12. То есть, вот мы заходим в меню. Смотрите, если у нас, например, чтобы поменять экран, нам нужно заходить, выходить, в 11 заходить, менять там экран, сюда зайти, поменять экран, какой нам надо. В 12 это сделано прямо в меню настроек камеры. То есть сразу переключаем формат. Дальше идем, мы сразу ставим сколько кадров. Также не надо нам заходить, как в 11 сюда, то есть 5К, 4К, потом сколько кадров. Потом отсюда нужно нажать, чтобы выйти отсюда. То есть тут мы можем сразу это все делать. Выбираем объектив, линейный, линейный плюс. То есть кадров сколько надо. То есть это все быстрее. Посмотрите, какая менюшка удобная. На мой взгляд, это очень большой плюс. Очень большой. Если у кого-то есть GoPro 11, то я не знаю, стоит ли вам менять на GoPro 12. Только из-за меню и из-за HDR. Но если у вас более ранняя модель, то, возможно, стоит задуматься. Так что всем пока, подписываемся, ставим лайк, если вам понравилось. Но если не понравилось, не обессудьте. Я не профессионал, я только учусь.